В Варкрафте на данный момент 13 игровых классов и еще в разы больше специализаций. Каждая по-своему особенная, но игрокам бывает этого мало. Игра позволяет собирать билды, сборки, которые сделают из чего-то привычного и заезженного что-то странное, дикое и веселое. В этом ролике я хочу рассказать о необычных билдах и стратегиях, которые в разные времена игры обретали популярность или вызывали удивление у окружающих. В некоторых случаях это происходило из-за багов, которые открывали интересные возможности, а иногда из-за находчивости людей или особенностей старых дополнений игры. Дополнение Burning Crusade позволяло некоторым классам выйти за пределы обычного геймплея, а в некоторых случаях классы превращались в буквально однокнопочные. Еще во время тестирования повеселиться удалось баланс друидам. Вот что будет, если 5 друидов в форме совы заберутся на арене и начнут спамить лунный огонь и звездный огонь. Получится веселье и страх для врагов, которым попадется такая команда. В ваниле, кстати, такие весельчаки тоже были. Игрок-друид решил оставить на панели способностей только лунный огонь. Он отправился на поле боя и пошел убивать врагов. И на удивление это работало. Но это были лишь шалости отдельных лиц. Когда-то я рассказывал, что в Burning Crusade появились танки-разбойники, которые за счет одного билда умудрялись набирать огромнейший процент уклонения, парирования, который превышал 100%, что в определенных ситуациях делало их практически неуязвимыми. А это в свою очередь позволяло танковать боссов физическим милиуроном. Работало это ограниченно, считай всего на нескольких боссах. Но было довольно веселой сборкой. Когда вышел сезон открытий, танки-разбойники получили уже полноценное воплощение. С помощью рун можно было собрать танка-разбойника, который вполне себе мог станковать боссов в рейдах ванилы. Это имело ряд неудобств, но играть вполне себе можно было. Да и в целом сезон открытий реализовал кучу билдов, которые были мемными или непрактичными в прошлом. Но вернемся в Burning Crusade. Куда менее разнообразный геймплей мог быть у чернокнижников, который в какой-то момент мог буквально сводиться к спаму всего одной кнопки. Если очень упростить, то был один билд, суть которого сводилась к двум вещам. Первое. Игрок использует демоническое жертвоприношение, чтобы пожертвовать своим демоном-суккубом. Это дает бонус темного урона на 15%. Второе. После этого нужно было безбожно спамить стрелу тьмы. Забавнее всего было, когда человек, нажимающий значительную часть боя всего на одну кнопку, мог иметь чуть ли не наилучший урон в секунду в рейде. Это и забавно, и скучно одновременно. Чем-то похожим тогда славились охотники. У них есть способность верный выстрел, которая оказалась достаточно мощной в соотношении затрат и наносимого урона. Но одним этим не обойтись. Нельзя забывать о автоатаках, которые тоже вносили свой вклад. Но как использовать способность и при этом не перебивать автоатаки? Охотники придумали макрос, который позволял одновременно спамить верный выстрел и при этом дополнительно наносить автоатаки с определенной периодичностью, чтобы они не перебивались. Дополнительно использовалась команда «взять» для питомца, чтобы наносить еще урон. Технически это могло превращать целый класс в буквально однокнопочный, и это могло реально работать. Еще одна диковинка, которую можно было встретить, правда это в первую очередь относилось к пиратским серверам, это разбойники силой заклинаний. Как минимум, кастеры точно не были бы в восторге от таких игроков. Идея этого билда заключалась в максимально возможной сборке вещей на силу заклинаний. Это, по логике игроков, должно было усиливать урон разбойников от ядов. А основой билда являлась способность «Отравляющий укол». Эта способность наносила удар оружием в левой руке и отравляла врага ядом. Но, чтобы получить больше урона, предполагалось постоянно менять оружие в левой руке. Начиналось все с использования оружия со смертельным ядом. Он накладывал на противника яд, который тикал 12 секунд и наносил периодический урон, а также мог стакаться 5 раз. Затем, когда смертельный яд будет наложен на противника, разбойник менял оружие на другое, на котором наносился мгновенный яд, который сразу наносил урон при проке. Когда разбойник видел, что время действия наложенного эффекта смертельного яда подходило к концу, он менял оружие, обновлял негативный эффект смертельного яда на противнике, и все повторялось по кругу. Чисто на бумаге звучит даже интересно, и на разных пиратках можно было изредка встретить таких разбойников. Но именно что на пиратках, так как на некоторых из них не совсем корректно считался урон ядов от силы заклинаний, чего не должно было быть в работоспособной игре. Примерно по этой же причине в моменте на некоторых серверах можно было увидеть воинов
силой заклинаний. Попытки замутить разбойников силой заклинаний были и на официальных серверах. Когда выходил классический Burning Crusade, можно было встретить немногочисленные темы на форумах, где игроки обсуждали то, насколько реально сделать что-то подобное. И кто-то, в особенности на твинках, действительно предпринимал подобные попытки. Но, увы, весь этот концепт пока остается лишь мечтой любителей фановых сборок. Но знаете, не все так плохо. Окей, разбойников силой заклинаний мы не увидели, но вот воинов, которые собирают вещи на дух, вполне, что звучит не менее безумно. Вообще, начнем с того, что воинам в ваниле прокачиваться было не сладко. У них нет способностей к самоисцелению, приходится носить с собой еду, чтобы каждый раз после потасовок себя отхиливать. Нужно также полагаться на бинты, есть проблемы в сражениях против сразу нескольких целей. Но игроки придумали, как это решить. С помощью вещей на дух. Дух по-нормальному отвечает за восстановление маны и хп. Так как маны у воинов нет, восстанавливается только здоровье. Причем довольно сильно. И если собрать достаточное количество вещей на дух, то теоретически воины могут иметь вполне себе большой, сильный отхил вне боя. А отдельно стоит отметить троллей. У них есть расовая способность регенерация, которая позволяет во время боя регенерировать 10% от обычного восстановления. И чисто теоретически это даже может быть полезно в битвах. Но очевидно, что собирая такую сборку, игроки теряют практически во всем остальном, так как разработчики уж точно не думали, что кто-то додумается качать на воине важную характеристику хилов и кастеров. Да, можно, конечно, носить запасной комплект брони на случай отхила, а он, как показали эксперименты разных игроков, может быть вполне себе хорошим, чуть ли не по 500 единиц за тик. Редкие безумцы, кто реально собирает вещи на дух для воина, находятся. Отметить в этом контексте обязан человека под ником Месси, который собрал сет вещей на дух и пошел его тестировать в разных местах. Ну вот, допустим, на Альтераке сета было достаточно, чтобы нивелировать значительную часть урона от дотов противника. После обычных дуэлей его стремительно огромный отхил мог вызывать удивление у людей. Ему даже однажды удалось попасть в рейдовую группу. Когда другие люди заметили его необычного воина, это вызвало, мягко говоря, шок среди участников. Но зато это было весело и показало, что в некоторых ситуациях такой запасной комплект брони может быть полезным. Ванила в целом породила много безумных сборок. Необычный, но, думаю, сравнительно известный билд называется Помпиро. Наверное, популяризатором в старые времена этого билда является французский игрок под ником Гегон. Это был маг, который публиковал нарезки с тем, как он сражается с игроками в открытом мире. И в некоторых ситуациях он использовал интересную стратегию. Общая суть сводится к тому, чтобы максимально усилить способность, огненную глыбу, и нанести как можно больше урона, даже если придется пожертвовать чем-то другим в древе талантов. В краткосрочных сражениях штука эффективная, а при должной удаче и хорошей экипировке врагов можно было убивать чуть ли не с одного удара, особенно если имел место быть эффект неожиданности или своевременно наложенный полиморф. В более длительных, затяжных сражениях могут возникать проблемки. Билд в целом и сейчас вполне себе живет, и не составляет труда найти нарезки, как игроки довольно круто применяют его на практике, в открытом мире и на полях боя. Совсем скоро должна выйти классическая Пандария, но чуть больше года назад Blizzard уже попробовала вернуть Пандарию в новой обертке, и привело это к хаосу. Во время перезапуска игроки могли собирать нити, которые перманентно усиливали характеристики игроков. Чисто на бумаге идея звучит круто. К концу временного ивента с Пандарией Remix каждый игрок будет полубогом, но это приводило к курьезным ситуациям, сборкам и даже драмам. А из-за особенностей скалирования игроки низких уровней стали спидранерами. Игроки намеренно делали то, что в практически во всех других случаях казалось выстрелом в ногу. Они не оплачивали подписку на Warcraft. Когда такое происходит, ты можешь играть на ограниченном бесплатном персонаже. Когда ты достигаешь 20 уровня, повышать уровни дальше, пока ты не оплатишь подписку, нельзя. Но при этом основная функция Pandaria Remix, получать характеристики за счет сбора нитей, продолжала работать. И за счет разности уровней и скалирования, условная 1000 единиц скорости даст в процентном соотношении гораздо больше игроку 20 уровня, чем 90-го. Когда это получило свое распространение, игроки 20-х стали монстрами, когда были способны убивать боссов за секунды и расправляться с толпами противников, практически не чувствуя опасности. Особенно часто для таких твинков использовались монахи и охотники на демонов, отчасти из-за их живучести, отчасти из-за мобильности. Процентные характеристики тоже доходили до безумных значений. Использовались такие твинки в разных целях. Одни использовали, чтобы тупо быстро выкачивать друзей или своих твинков.
А когда Blizzard решила однажды ввести бесплатные выходные, даже игрокам рекомендовалось не заходить на своих персонажей 20 уровней, чтобы ненароком их не прокачать, что лишит смысла всей этой стратегии. Другие, я об этом рассказывал в прошлых роликах о билдах, использовали это для спидранов или ломаний данжей. Причем иногда это даже превращалось в соревнование. Кто-то похвастался, что закрыл какой-то данж за минуту. Окей, вскоре появлялся человек, который делал это в несколько раз быстрее. Некоторые умудрялись бить рекорды по несколько раз и попадать в новостные заголовки фан-сайтов Варкрафта. Палац Магушан умудрились закрыть за 33 секунды, а Некраситет вообще за 12. Да, конечно, не обходилось без лазания за текстурками и использования гличей, но выглядело это правда эпично. В общем, это было золотое время для твинков 20 уровней. К сожалению или к счастью, баланс на Пандаре Remix изначально был штукой сомнительной, и такого веселья было навалом. Но, кстати, раз уж мы вспомнили твинков, давайте поговорим о войнах и твинках битвы за Азерот. Из-за похожих особенностей скалирования уже на обычных реалмах в битве за Азерот определенную популярность обрели твинки 110 и 111 уровней. Но в чем их смысл? Не проще ли немножечко докачаться до 120 уровня и открыть все возможности игры? Нет. В некоторых аспектах такие твинки были эффективнее выкачанных игроков 120 уровня за счет того, что можно было использовать хорошую экипировку на более низких левелах. Но что это давало на практике? Ну, допустим, воины могли получить базовую скорость передвижения в 180% при правильной сборке, что было практически недопустимо на максимальном уровне. А вот этому человеку и вовсе удалось немножечко подкорректировать свою сборку и достигнуть 194% скорости передвижения. А если еще использовать дополнительные бафы, усиления, вещи инженеров, то можно разогнаться до почти 400%. Правда, на короткое время. То есть технически на земле игроку просто не было равных. Догнать такого человека нереально. Нередко игроки в качестве основных персонажей для повышенной скорости использовали дворфов черного железа. Но не из-за их брутального вида, а из-за пассивки, которая позволяла ускориться на 4 дополнительных процента. Впрочем, на других классах и расах выкачивать безумную скорость тоже вполне себе можно было, особенно на мобильных охотниках на демонов. Практическое применение таких сборок раскрывалось благодаря фармерам, которые хотели быстро закрывать старые данжи ради трансмогрификации, маунтов и прочего ценного лута. Но по похожим причинам, такие твинки могли использоваться уже для банального бустинга или закрытия островных экспедиций битвы за Азерот. Но в таком случае нужно было ориентироваться не только на получение скорости, а и на банальный урон. На время популярность обрело закрытие вольной гавани с помощью таких персонажей. Какие-то охотники на демонов могли в одиночку заливать пачки мобов без особого напряга. Так что вполне себе можно было увидеть в первых патчах дополнения, как игроки, не докачавшиеся до максимального уровня, закрывают экспедиции или бустят по данжам других игроков. Как это работало? Опять же, все крутилось вокруг получения наиболее крутой экипировки, доступной на 110 и 111 уровнях. В ход шли легендарки и артефакты со времен Легиона, какие-то давали буст скорости, как поступь Агромара, какие-то просто усиливали другие характеристики. Игрокам рекомендовалось получить легендарку «Видение Амантула». В Легионе игроки были ограничены тем, сколько легендарок могут носить. Конкретнее 2 штуки, но этот аксессуар не шел в общий счет. А это означало, что игроки могли вместо 2 легендарок использовать 3. Но, правда, был недостаток, что падало на смехотворно низким шансом в финальном рейде Легиона. Да и в целом, при возможности в разных гайдах на таких твинков рекомендовалось фармить мифический Анторус и добывать оттуда наилучшую экипировку, а остальное заполнять максимально хорошими вещами, которые вообще доступны. В некоторых случаях квестовая или крафтовая экипировка битвы за Азерот вполне себе могла подойти. Конечно же, использовались азеритовые вещи и таланты. Имелись некоторые нюансы между твинками 110 и 111 уровней, но сейчас это не важно. В какой-то момент таких твинков, которые предлагают услуги по проносу игроков по данжам, стало немало. Разработчики тоже приметили эту активность. В патче 8.2 они решили выпустить нерф, который обвалил рынок этих услуг. Работал нерф так: если в группу случайно, допустим через поиск, попадал такой твинк с остановленным опытом, то ничего плохого не происходило. Можно считать, что такой группе даже повезло. Но вот если в группу намеренно приглашался такой игрок извне, то всем остальным игрокам в данже существенно резался опыт. Было обидно, но и без этого найти полезные применения таким персонажам
персонажем вполне себе можно было. Как минимум фарм старых данжей ради лута, маунтов и трансмога никто не отменял. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!